Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные цветочки крючком. Посмотрите, какие они красивые, нарядные, необычные, объемные, такие фактурные, интересные. Так выглядят с изнаночной стороны. Вязать их очень просто, легко, быстро. Мы в этом видео с вами все подробно разберем. Состоят из 6 рядов. Можно вязать их как однотонными, так и разноцветными. Я такие цветочки применяю для украшения подарков, часто отправляю заказы салфеточками и прикрепляю такие цветочки атласными ленточками к подарку, украшаю таким образом. Можно также применить их в качестве бижутерии, такой вязаной, сейчас это очень модно, вязаные изделия, и сделать серьги, кулончики, браслетики на руку. Размер такого цветочка у меня получился 4 сантиметра, может быть 4,5. Я вяжу туго, про ниточки скажу чуть позже, и крючок. Посмотрите, какие они красивые. Здесь у них такая рюшечка в серединке, интересные лепесточки. Сегодня вязать цветочки я буду из ниток Виолет от Yarn Art. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 282 метра. Буду использовать нитки двух цветов. Вот у меня остаток еще желтенькие. Серединку сделаю желтым, а лепесточки будут белоснежные. Но, как видите, и одноцветными они смотрятся очень нарядными, красивыми. Крючок буду использовать 0,95 миллиметра. Тоненький крючок. Также для изготовления сережек нам понадобится пара швенц. Они бывают в разном цвете, разной формы. Вот эти у меня под бронзу. Бывают и медные, вот такой цвет, золотые, серебристые, но выбираем на свой вкус и цвет. Также понадобится нам какая-то основа для изготовления серединки. Я буду использовать крючок вот с пластмассовой ручкой. Диаметр ее где-то 6-7 миллиметров. Ну, какой есть под рукой у вас, какой-то или карандаш можно, тоненькую ручку, на что мы будем наматывать колечко, которое будем обвязывать в начале работы. Итак, берем крючок, делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно потоньше, поменьше здесь делать. Смотрим на толщину ниточки, это не принципиально. Единственное, что вы, если делаете парные сережки, то нужно, чтобы они были одинаковыми, и запомнить количество вот таких навивов, оборотов. Снимаем, берем рабочий крючок 0,95, как я уже сказала, и сейчас будем обвязывать вот это колечко, которое у нас образовалось. Вставляем в серединку аккуратненько, чтобы колечко наше не распотрошилось. Так, сделали воздушную петлю, закрепили и обвязываем колечко столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Укладываем поплотнее столбики. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Первый ряд можно не считать, просто обвязываем колечко. 13, 14, 15. Вот у меня получается столбиков. Давайте соединим в первый столбик соединительной петлей.
И снова воздушная петля и обвязываем колечко. Делаем его пофактурнее. Вот этот элемент называется ягодка. Здесь у меня большое отверстие, а вот в этих цветочках я сделала маленькое отверстие в серединке. Итак, вставляем крючок в колечко и также плотненько обвязываем и стараемся, чтобы у нас получилось также 15 столбиков. 1, 2. Заприметили первый столбик, можно повесить на него даже маркер. Давайте отметим его. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Также соединяем в первый столбик соединительной петлей. Вот у нас уже наша ягодка становится объемнее. Давайте еще ряд обвяжем. Сделали воздушную петлю подъема и также вокруг колечка провязываем 15 столбиков. Столбики укладываем ровненько, параллельно, стараемся, чтобы они не находили, не перекрещивались друг с дружкой. 2, 3. Сейчас первый я отмечу. Этот хвостик тоже можно уже обрезать, чтобы он не мешал. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Соединяем в начальный столбик. Посмотрите, какая у нас ягодка получилась с обратной стороны. Все ровненько, аккуратненько. Это у нас будет изнаночная сторона, а вот более выпуклая у нас будет с лицевой стороны нашего цветочка. Все, первый ряд у нас готов. Я думаю, достаточно. Если хотите потолще, чтобы была вот эта середочка, тогда можно еще раз обвязать, чтобы она была пообъемнее, такая выпуклая. Итак, вяжем второй ряд. Давайте сделаем соединительный столбик в следующий столбик без накида, но делаем его за заднюю дольку. Вот у нас петля состоит из двух половинок, передняя и задняя. Вставляем крючок под заднюю половинку. Разворачиваем. 2 воздушные петли подъема, 1, 2, и в следующий столбик мы идем в обратном направлении. Теперь провязываем столбик соединительный за переднюю дольку. Мы же развернули, теперь у нас будем провязывать все столбики за передние. Соединили. 2 воздушные, в следующий столбик также за переднюю дольку соединили. 2 воздушные, соединяем в следующий столбик, 2 воздушные,
Соединяем за переднюю дольку в следующий столбик. У нас получаются вот такие зубчики декоративные. Это у нас лицевая сторона. Лепесточки будем прикреплять за задние дольки, вот свободные, которые у нас остаются в следующем ряду. Так, продолжаем вязать вот такие зубчики. 2 воздушные, соединительный столбик. У нас должно быть вот таких 15 зубчиков. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, провязали последние 2 воздушные петли и соединяем вот в петлю, откуда у нас начинается ряд. Все, 15 зубчиков. Второй ряд у нас готов. Если вы будете вязать цветочек однотонным, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем. Вот у нас задние дольки. Вставляем крючок и провязываем столбик соединительный. И продолжаем вязать вместе с нами. Но я буду вязать лепесточки белым цветом, поэтому просто ниточку отрезаем. Все, сделали закрепку и прячем хвостик. С изнаночной стороны. И еще раз. Так. Отрезаем. Вот у нас пока получается. Такая красота. Здесь можно еще расправить поровнее, чтобы ниточки вот эти серединки лежали. Так, теперь беру ниточку белого цвета. Это очень хорошие нитки. Они изумительно подходят. Они на ощупь шелковистые. И украшения из них получаются просто чудесные. Так, смотрим с изнаночной стороны, где у нас свободные дольки. И к любой дольке присоединяем ниточку. Так, перекинули хвостик, вытянули петлю, затянули. Все, ниточка прикреплена. Вяжем третий ряд. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в следующий, также за заднюю дольку, провязываем столбик без накида. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 1, 2. В третий столбик без накида. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также пропускаем 2 столбика. В следующий вяжем столбик без накида. У нас должно получиться 5 таких арок из 6 воздушных. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Подходим к концу ряда, провязали последние 6 воздушных и соединяем к петле, куда мы делали присоединение ниточки. Так, вот у нас с изнаночной стороны что получается. Хвостик сейчас вот этот мы обвяжем. Третий ряд готов. Вяжем 4-й ряд. Так, хвостик сюда. В следующую арку из 6 воздушных провязываем 9 столбиков без накида. Обвязываем арку. Первый. Хвостик тут у нас лежит. Второй. Укладываем поплотнее столбики.
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Обвязали арку, переходим к следующей арочке и также в нее провязываем 9 столбиков без накида. Так, вяжем по кругу, в каждую арку провязываем по 9 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, обвязали последнюю арку, сделали 9 столбиков и соединяем вот вершину начального столбика соединительной петлей. Четвертый ряд у нас готов. Первый, второй, третий, четвертый. Правильно, четвертый. Вяжем пятый ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем. На этом лепестке пропустим 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующий он у нас средний из 9. Провязываем столбик с накидом. Далее накид. Вокруг последнего столбика с накидом нам нужно сейчас сделать пышный столбик. Количество вот этих навивов зависит также от желания, каким хотим сделать пышным лепесточек. Итак, вставляем крючок под столбик, вытянули ниточку, накид, под этот же столбик вытянули накид, третий, рабочую нить подхватили и протягиваем через все петли. Вот такой пышный столбик. Далее 5 воздушных. Давайте сделаем замочек сначала. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас еще раз повторим. Пропускаем столбики. И вот в промежуток между двух лепестков соединяем соединительной петлей. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Также пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в средний он у нас вот 4 перед ним, 4 после. Вот он средний, 5 столбик. Провязываем столбик с накидом. И снова делаем пышный столбик. Накид. Первый накид. 2, 3, 4. Так, сколько раз делаю, не знаю, но на глазок вижу, что достаточно. Сейчас посчитаю. На этих цветочках я делала по 6, что-то сама сейчас сбилась. Так, делаем замочек и 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в промежуток провязываем соединительный столбик. Так. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В макушечку 1, 2, 3, 4 пропустили в 5 столбик. Столбик с накидом. И снова вяжем пышный. Так, сейчас посчитаю. Первый накид, вытянули. Второй накид, вытянули. Третий накид, вытянули. Четвертый накид, вытянули. Пятый накид, вытянули. Шестой накид, вытянули. Может быть, тут и меньше сделала. Надо повнимательнее. Тут отвлеклась. Вытянули нитку и закрываем замочек. И еще 5 воздушных арок. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем в промежуток. Вот между группами из 9 столбиков. И вяжем такую же комбинацию. 5 воздушных петель, столбик с накидом, вокруг него пышный столбик, замочек, 5
воздушных. Давайте провяжем еще 2 лепестка самостоятельно и встретимся. Количество вот таких навивов смотрите сами, какие вам больше нравятся лепесточки. Вот этот у меня с 6 накидами, очень красивенький. Вот они тоже по 6. Ну, желательно, чтобы, конечно, они были одинаковые. Вяжем. Итак, провязали последнюю цепочку из 5 воздушных и соединяем в начало ряда с соединительной петлей. Пятый ряд у нас готов. Вяжем последний 6-й ряд. В следующую арку из 5 воздушных провязываем 7 столбиков без накида, обвязываем арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обвязали. И теперь делаем пико. 2 воздушные петли и в вершину последнего столбика без накида провязываем столбик без накида. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 7 столбиков без накида. Также укладываем поплотнее. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь, куда мы делали соединительный столбик, вот между арочек, сюда же давайте еще сделаем соединительный столбик, чтобы наши лепесточки разделялись. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем потуже, чтобы цветочки были более упругими, не рыхлыми, хорошо держали форму. И снова делаем пико из 2 воздушных. 1, 2, 2 воздушные, вставляем крючок в вершину последнего столбика без накида и провязываем столбик без накида. Переходим к следующей арке и также в нее провязываем 7 столбиков без накида. Провязали. И теперь сюда же, вот в это отверстие, куда делали соединительный столбик в предыдущем ряду, провязываем соединительный столбик. Вот так. Давайте сделаем еще 2 лепесточка самостоятельно, обвяжем первую сторону последнего лепесточка, а когда будем делать пико, встретимся и вместе прикрепим швензу, если мы делаем сережку. Если просто цветочек, то довязываем и в конце ряда просто делаем соединительный столбик. Вяжем самостоятельно. Итак, подошли к вершине последнего лепестка, и нам нужно прикрепить сейчас швензу. Для этого 1 воздушная петля, берем петелечку, вставляем крючок в петлю, вытянули ниточку через нее, еще 1 воздушная петля. Смотрим, чтобы швенза у нас, здесь мы будем вставлять в ухо, и чтобы цветочек смотрел лицевой стороной, не развернуть задом наперед ее. Теперь делаем столбик без накида в вершину последнего столбика и дальше обвязываем арку. Делаем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подошли к концу ряда и сюда соединяем начало ряда, вершину можно начального столбика. Вот так.
Ну или давайте сделаем соединительный столбик сюда же, как мы делали после каждой обвязки. Так. Седьмой столбик. И вот сюда соединяем, чтобы также у нас была перемычка, как и на остальных. Я забыла, что не сделала ее в начале ряда. Все, закрепочка. Так, это видео у меня не обучающее, а просто я показываю, как это я делаю. Поэтому, если какие-то ошибки, не судите меня строго. Вот, делюсь своим творчеством. Все, хвостик прячем. Цветочки получились упругие, не рыхлые. Хорошо держат форму, их не нужно ни крахмалить. Но это еще ниточки такие вот удачные. Кстати, турецкие нитки мне очень нравятся именно для изготовления вот таких маленьких элементов, украшений. Сейчас подальше спрячем хвостик, чтобы он точно уж наверняка у нас не выскочил. Очень туго вязала, даже крючок тяжело вставить. Все, вот такой прелестный цветочек у нас с вами получился. Можно уже украшать свои ушки. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Как видите, вязать такой цветочек просто, легко, быстро, интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!